Эта пицца вкусная, сытная и в ней ни грамма теста. Стоит обязательно ее попробовать. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко. Я обожаю этот рецепт еще со времен, когда готовила свою книгу с рецептами пицц и пирогов. И тогда подбирала и классические традиционные варианты, и искала какие-нибудь альтернативные интересные. Эта пицца на мясной основе, конечно же, очень сытная, но основу я разбавила для того, чтобы придать ей легкости, сочности и нежности. Каким образом, дальше расскажу и покажу во время приготовления. Список ингредиентов я оставила в описании под роликом. Фарш для основы может быть любым, на ваш вкус. Я взяла свиной, так как он у меня был в морозилке. Для скрепления яйца, а для нежности и сочности основы добавляю кабачок. Сыра беру два вида, дальше расскажу почему так. Соус моя домашняя маринара. Рецепт в этом же ролике размещу. Для начинки использую оливки и сладкий перец, но тут можно фантазировать бесконечно. Готовлю основу. Кабачок режу небольшими кусочками. Отправляю кусочки кабачка в удобную для измельчения емкость. У меня это банка. Туда вбиваю яйца, добавляю соль и измельчаю массу блендером до однородности. Фарш для основы получится довольно влажным, но благодаря этому в готовой пицце основа будет очень нежной. Она не будет слишком плотной, сухой, как это могло быть просто с фаршем. Все будет в балансе. Теперь нужно смешать мясной фарш и смесь из кабачков с яйцами. Фарш получается вот таким по консистенции, ни жидкий, ни плотный. Противень застилаю пергаментной бумагой. Я ее помяла, чтобы листы не сворачивались и лежали на противне спокойно. Пергамент ничем не смазываю, но если вы в своем не очень уверены, то можно смазать маслом. Отправляю на противень весь фарш и разравниваю его, придавая округлую форму. Имитирую кружок теста. Отправляю корж в духовку подпечься при температуре 220 градусов на 15-20 минут. Готовлю соус. Первый этап – нарезка. Грубо рублю чеснок. Так как соус затем я измельчаю для гладкой текстуры, то особо с нарезкой не стараюсь. Лук нарезаю кубиками. Анчоусы грубо рублю. Интересная штука, во время приготовления анчоусы распадаются, как бы растворяясь в блюде. Вы увидите. Разогреваю на не очень большом огне сковороду и вливаю масло. Отправляю в масло анчоусы. Готовлю до минуты. Сейчас видно, что анчоусы начинают распадаться очень быстро. Отправляю в сковороду лук и чеснок. Помешивая, готовлю минуту. Всыпаю орегано, перемешиваю. Добавляю черный перец. Солить буду в конце. Готовлю еще минуту-две. Отправляю в сковороду помидоры. У меня тут целые помидоры в соку. Раздавливаю их лопаткой. Если помидоры кусочками, то просто выливаю. Перемешиваю и довожу до кипения. Убавляю огонь и оставляю булькать. Сейчас видно, что соус довольно жидкий. Нужно выпарить его и загустить. В зависимости от помидоров и их сочности это может занять разное количество времени. Так что тут на время не ориентируюсь. Смотрю на сам соус. Когда я готовлю соус из свежих помидоров, то я их предварительно обдаю кипятком и снимаю кожицу, а затем нарезаю кубиками. И когда отправляю их в сковороду, добавляю ложку томатной пасты для насыщенности. Если помидоры не очень сочные, вначале можно также влить немного воды, чтобы помочь им размягчиться. Мой соус выпаривался 15 минут, и вот так он сейчас выглядит. Теперь я солю соус по вкусу и перемешиваю. Даю соусу маринара немного остыть и перекладываю в блендер. Можно также использовать и погружной. Тщательно измельчаю соус до однородности. Если у вас есть желание приготовить этот соус с запасом в разгар сезона помидоров, то его можно без проблем закатать в банки, и он будет прекрасно храниться. Для этого после измельчения соус нужно будет довести до кипения, разложить по стерильным баночкам и укупорить. В общем, все стандартно для консервации. Нарезаю соломкой сладкий перец. Натираю сыр. Я использую два вида: сулугуни для сливочности и тянучки, а выдержанный сыр пекарина для насыщенного и острого вкуса. Сулугуни натираю на крупной терке, а пекарина на мелкой. Корж дошел до нужной кондиции. Выделившиеся соки в углу испарились и пергамент подгорел, но сам корж чувствует себя прекрасно. Смазываю его томатным соусом, далее выкладываю сладкий перец. Распределяю ровным слоем сулугуни.
Далее орегано для придания средиземноморского аромата, а затем выкладываю оливки. Я их не нарезаю, чтобы пицца выглядела более фактурно, и при поедании оливки будут как бы островками яркого вкуса. Завершаю все слоем выдержанного сыра. Отправляю пиццу под гриль на 4-5 минут, температура 220 градусов. Если гриля нет, в стандартном режиме верх-низ максимально близко к верху. Как только сыр расплавится и начнет приятно румяниться, пицца готова. Если этот рецепт вам понравился, ставьте палец вверх и оставляйте свои приятные комментарии. Ну и раз уже тему кабачков я затронула, то оставлю вкусные ссылки для вас в описании под этим роликом, как раз на кабачковую тему. Рецепты все разнообразные и каждый по-своему интересный. Вам точно понравится, и я уверена, что точно вы еще чего-то из этого не видели. Ну а меня зовут Галина Артеменко, это канал Жизнь вкусная. Не забывайте подписаться, нажать на колокольчик, и вкусные рецепты мимо вас не пройдут. Ba-da-ba-ba